Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у меня необычная коробка с моделями. Как вы поняли из названия, да и из превьюшки, здесь будут у нас автомобили Лада. Именно Лада. Вазовских моделей с названием Жигули здесь не будет, но некоторые модели, вы удивитесь, будут как типа Жигули, но с названием Лада. В общем-то, открываю. Вот такая вот она огромная. Какое количество, почитайте в конце. Ну и пишите правильный ответ, сколько здесь моделей у меня получилось. И, как вы любите, бумажечки. Кстати, кто просил Лада, отпишись, напиши. Я просил, спасибо огромное. Я тебе поставлю сердечко. Итак, погнали. Что мы здесь видим, да? Первые начальные у нас, ну пойдем, да, как бы с современных моделей, вернее, что попадется. Попался у нас вот такой вот волос от моей собаки. Так, это у нас Lada Largus. По-моему, это кросс. Видите, обвес пластиковый идет. Ну и, соответственно, кросс у нас повыше. Кстати, название Lada появилось от слова ладья. Как мы видим, на логотипе ВАЗ у нас присутствует ладья. И вообще оно изначально... Почему появилось? Были Жигули по названию гор жигулевских в Самаре, да? И, соответственно... Когда отправляли на экспорт, то слово «Жигули» у нас в переводе не очень красиво звучало. И нужно было новое название, и поэтому появилась у нас Лада. Да, это, ребята, Lada Largus Cross в масштабе 1.43. Отставляем его в сторону и поехали дальше. Итак, вот классный автомобиль. Это у нас Lada 2120, ну и с названием Надежда. Это у нас минивэн, который, к сожалению, долго не просуществовал. Выпустилось очень мало экземпляров. А так, мне кажется, был бы неплохой автомобильчик. Лада, ну, ВАЗ-2120, Надежда. Соответственно, Лада Надежда. Так, убираем. Вот это вот шикарный просто экземпляр, ребята. Это Lada Bronto. У нас на втором канале, на своем, я данную модель разбирал. Вы можете посмотреть ее в разборном виде, что у нее внутри. Довольно интересная модель. Второй канал называется Toy House Life. Lada Bronto March. Масштаб 1.43. Знаменитая Lada Kalina. Это модель от Carrarama. На номерах идет у нас, соответственно. Хотя здесь, смотрите, ВАЗ Kalina. Ну, мы все знаем, что это Лада. Вот здесь значок, надпись, шильдик Лада присутствует. В стороночку. И вот, про что я вам и говорил. Это у нас, вы подумаете, шестерка? А нет, это у нас Лада. И правильное название ВАЗ-21061 Жигули. Но это экспортный вариант. Видите, какие у него бампера интересные, необычные, соответственно, и спереди, и сзади. Это чисто экспортный такой вариант. Поэтому название имеет Лада. Стороночку. Lada Largus еще один. Это обычный, не кросс. Такой вот. Все модели выполнены из металла. К сожалению, некоторые стояли на макете. А макет, ребяточки, он очень пыльный. За ним надо ухаживать. И немножечко не доследите. Вся модель у вас покрывается пылью. Поэтому не удивляйтесь, почему такие модели пыльные. Из-за того, что стояли на макете. Которые стоят закрытые в шкафу, они как бы в аккуратном состоянии, а вот на макете все они в пыли. И это Нива, вы подумайте, да, но на самом деле это тоже Lada Нива 4×4, тоже экспортный вариант с высокой крышей, масштаб 1.43, Lada Fora называется данная модель. Отставляем также в сторону, поехали дальше. А здесь у нас Lada, скорее всего, Kalina, да, это еще Kalina, потом стала Гранта. Kalina раз и исчезла у нас. В общем-то, вот такая вот интересная моделька. Вы, кстати, напишите обязательно комментарий, что это такое все это у меня. Напишите потом комментарий, какая модель вам больше всего нравится из Lada. Мне, если честно, тоже есть любимая модель. В конце видео я обязательно скажу. Еще одна Kalina. Это Kalina у нас от Диагостини.
Автолегенды делали. В основном модели, конечно, Лады практически, можно сказать, все здесь присутствуют. Это Диагостини. Была классная, да, серия. К сожалению, она закончилась. Можно было бы делать и делать разные автомобили. Это у нас Лада Калина Спорт. Считается, видите, у нее другие литые диски как бы идут. Чуть-чуть она занижена, обвес другой. Автолегенды. И вот здесь вот у нас Лада Калина Спорт. Кстати, уже потом, да, после, наверное, девяток, 99-х, даже десяток, 11-х, подожди, 12-ка была, да, 13-ю еще помнили. А вот дальше, 14-й, 15-й, извиняюсь, вот уже 16-й никто не называл, да, там 19-й, уже все, вот ВАЗ 11-19, и уже не называли, да, 19-шку, уже все Калина, уже такие названия пошли. Даже не знаю почему. Мне, с одной стороны, вот раньше, падает всегда у меня штатив. Всегда мне нравилось, с одной стороны, что, ну, легко запоминались, да, копейка, там, двойка, тройка, четверка, шестерка, семерка, восьмерка. А потом вот уже все. Пошли, ну, Ларгусы, такие названия. Вот еще один Ларгус, фургон у нас. Тоже интересная моделька. С резиновыми покрышками все они идут. И называется здесь у нас Лада Ларгус Вен. Здесь уже даже нету у нас номера. Хотя, наверное, в ПТС есть. Еще один Нивас. Это, ребята, Нива Урбан. Классная такая тачка. Выпускается, кстати, до сих пор. Вот. Лада 4х4 Урбан, соответственно. Что у нас еще есть? Здесь еще коробки, я не знаю. Затянем, наверное, видос надолго. Потому что очень много на самом деле Лад. Это у нас не девятка, как вы можете подумать, а Лада Балтика называется. Лада Самара. В общем, здесь проще снизу прочитать. Экспортный вариант. Самара Балтика GL. На экспорт уходили, по-моему, ну, в страны рядом с Балтийским морем. Которые там Латвия, Эстония, да? Какие там еще у нас страны? Финляндия, по-моему. В общем, уезжали туда данные экземплярчики. Уберем бумажечки. Уберем бумажечки лишние, ненужные. Еще одна Лада Калина Спорт. Тоже Диагостин делала, но предыдущий как бы этот выпуск, по-моему, просто в Автолегендах выходил. Дальше. Еще хотите? Спорт. Вот такая вот Лада Веста Спорт. Я прям видел такую настоящую, снимал. Есть у меня видос, можете зайти посмотреть в шортсах, по-моему. Либо на этом канале, либо на втором. Лада Веста WTCC, в общем. Прикольная моделька. Еще одна спортивная у нас тачка, да. Это милиция ДПС. Вот это, видите, стоял на посту. Видите, как пыль. Пыль прям враг макета. На посту, на макете. На посту, на макете стоял. Это 12-шка была у нас. 11-я пошла. Также модель с макета. Видите? Вот эта пыль уже как бы даже не оттирается. Она уже въевшаяся. Их мыть надо уже. Может быть, я выпущу прям отдельное видео, чтобы как помыть модели. Лада, значит, 111-я. Универсальчик. Лада X-Ray. Посмотрите. Классный такой джипарик. Аккуратненький, небольшой, с высоким клиренсом. Это первая как бы модель была такая более продвинутая у АвтоВАЗа, да. Более интересная такая Лада X-Ray. Масштаб 1.43. Не знаю, какие сейчас будут модели. Может быть, что-то тоже интересное выпустят. Вы можете подумать, это Нива, а это не Нива. Это вообще универсал идет. Пикап, вернее, извиняюсь. Пикапчик такой. И это у нас Лада 2329. Ну, Нива пикап. Пусть будет Нива пикап. Здесь даже шильдик тоже Нива есть. 4х4, соответственно. В стороночку ставим. Думаете, четверка это? Вот напиши комментарий. Ты думаешь, это четверка? А нет. Ты видишь, где у нее руль? Она у нас праворульная. Для стран, наверное, с правосторонним, так сказать, движением. Это Лада Рива. Для Англии, наверное,
скорее всего, делалась, может быть. В общем-то, вот такая вот моделька. Lada Rio 1500 Estet называется. Диагостини. В стороночку ставлю. Lada Vesta. Давайте коробочку вот так вот сделаем. Вон они. Lada Vesta в зеленом, салатовом таком цвете. Первая модель из серии Автолегенды. Где купить такие модели, я не знаю. Скорее всего, можно где-то на сайтах объявлений поискать. Я думаю, они есть в продаже. Можете найти. Может быть, на сайте еще Диагостини, кстати, остались. Lada Vesta. В общем, универсал. Следующий. Сказал заведующий. Конечно же, четырка. Куда же без нее. К сожалению, без зеркала у меня. В общем, Lada 2114 спутник это у нас. Четкие модельки. Классные. Прям, ну, не знаю, мне нравится. Некоторые, конечно, вот жалко, что как бы из-за макета пострадали, можно так сказать. Это у нас, вот я забыл, 13-я, по-моему. Нет, не 13, 13-я, да, Lada тринашка, короче. Это у нас типа а-ля восьмерка, только уже не восьмерка. В конце там будут модели именно 2109 и восьмерочка есть у меня в коллекции. Это еще один X-рейчик. Вот такой вот. В таком цвете. Такс. Приорочка. Ух ты ж. Вот это да. Вот эта приорочка лежит здесь. Вот. Такая тачка. Такая тачка стоит где-то 3000 рублей. Сама модель сейчас продают. Потому что довольно редкие и мало кто их выпускал. Lada Priora. Их покупают на переделки, на все такое прочее. В общем, одна у меня в коллекции. Именно Priora такая. Седан. Такс. Это у нас Гранта уже пошла. Lada Гранта. Видите, в принципе, та же Калина, но уже Гранта. Калина у нас раз и исчезла. Это у нас Lada Гранта 2 SV. В общем, уже тюнингованный вариант. Отставляем в сторону. Здесь у нас что спряталось? Lada Vesta Cross. Можно отличить вот по таким черным окантовочкам кузова, соответственно. И немножечко поднятый у них, ну, побольше клиренс сделан. В общем, вот такая вот моделюшечка. Довольно тоже интересная и неплохая. Что же осталось здесь еще? А еще у нас вас ждет в этом выпуске вот такая вот Lada Niva 5-дверочка. Есть в масштабе 1.24. Кстати, хочу полностью перейти, наверное, на масштаб 1.24. Очень уж мне нравятся более такие большие детализированные модели. К сожалению, очень мало встретить грузовиков, но я думаю, может быть, сейчас будут со временем появляться, потому что знаю, что многие переходят в масштаб 24. А многие, наоборот, переходят в 1.64, но мне как бы не очень нравится вот именно 1.64. Все-таки мне нравится либо 43, 24 и 18. Это мои любимые масштабы. Это у нас Lada Vesta Sport. Чем отличается? Здесь у нас красные полосочки. Здесь красные полосочки бывают окантованные красным у нас литые диски. Но здесь этого нету. В общем, правильное название у нас Lada Vesta просто Sport. В общем, Lada Granta первого поколения. Лифтбэк. Очень интересный, в принципе. Лифтбэк — это значит, у нас открывается задняя дверь вместе с... Задний багажник открывается вместе со стеклом. Большое вместительное пространство. Классная, довольно интересная моделька. Редкая тоже. Lada Granta Liftback. Итак, погнали дальше. Итак, мы продолжаем. У нас еще очередная Веста. И как видите, да, очень много Вест. Прям Вест. Это Vesta Cross. И все почему? Правильно, потому что черный обвес и чуть поднят клиренс. Уже здесь, смотрите, антенка. Ну антенки были у Вест всех. Акулий плавник. Ну, в целом, как бы мне нравится вообще вот именно то, что делал Диагостини. Не знаю, почему они так резко отказались, да, от всего. Ну что ж, осталось, как я и обещал, две модельки. Это редкость, это Агат у нас еще делает. Это у нас
8. И это, ребят, 9 будет. И в коробке у нас все пусто. Не забудьте написать, кстати, комментарий. Не забудьте написать, конечно же, комментарий, сколько моделей было. Итак, открываем. Это вот прям мои, можно сказать, любимые модельки. Ну, они, знаете, почему любимые? Они, может быть, конечно, у них и детализация слабенькая, да, не как бы у современных моделек. Тут, видите, даже не достать. Но они просто хорошие, как бы так вот. Просто такие аккуратненькие. Прицеп не буду показывать, все его видели. Это прицеп Skiff. Давайте саму модельчику покажу. Вот она такая прям, ну, вы скажете, ну, не очень, да, но тем не менее, она, вот посмотрите, здесь открывается у нас капот. Капот у нас в какую сторону-то открывается? Вот так вот. Здесь движочек сделан, видите? Открываются у нас дверочки. Хоп. Даже двигаются сидушки. Но это вот в нашем детстве это прям мечта, посмотрите, была. Поэтому они вот у меня есть, эти модельки. Я их приобрел уже в современном, как бы, ну, недавно, так сказать. Не с детства они у меня. Но, тем не менее, они мне вот нравятся. Не знаю, короче, это у нас вот, смотрите, сделано еще в СССР. 2108-09, типа, ну, днище одинаково. Видите, какой болтик такой прям мощный. В общем, просто такая вот, ну, ламповая модельчика. И такая же у меня, можно сказать, 9. Сейчас покажу вам. Это все у нас, по-моему, Агат делал. Ну, хотя, ребят, может быть такое, что данные модели новоделы, но этого я не знаю. Это уже могут сказать настоящие, так сказать, ну, кто вот собирал именно. Есть у них модель, например, советская, та самая. А, здесь у нас дверка не открывается. Они могут, конечно, сказать, новодел это или нет. Ну, все-таки я покупал типа того, как не новодел. Вот. Открывается также у нас капотик. Оп. Ну и вот такая передняя часть. Ну, сбоку классно выглядит. Спереди, ну, сзади не очень. Но, тем не менее, есть они у меня в коллекции и есть. В общем-то, вот такой вот сегодня душевный видосик получился. Скажите мне, сколько у меня моделей лад. Самому интересно. В общем-то, все. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.